Привет, любители некрасивых грязных мотоциклов! В этом выпуске я буду рассказывать о разных лайфхаках и ништяках, которые облегчают жизнь эндуристу. Половина из них пригодится и обычным мотоциклистам, так что тоже подтягивайте их к экрану. Я почитал комменты к этому выпуску и увидел, что многие понятия не имеют, как буксировать один мотоцикл другим мотоциклом. Правильно делать так. Крепим один конец троса к правой подножке ведущего, а другой к левой подножке ведомого. Или наоборот, в зависимости от ситуации. Суть в том, что точка приложения силы должна быть расположена как можно ниже и как можно ближе к проекции центра тяжести байка. Тогда ведомый и ведущий не будут пытаться повалить друг друга при маневрах. К тому же меньше риск наехать на трос передним колесом. Таким способом, кстати, буксируют мотоциклы в Париж-Дакаре. Когда байк падает, рычаги тормоза и сцепления часто ломаются. Иногда их даже защита не спасает. Например, при вот таком или вот таком воздействии она просто проворачивается и открывает рычаг. А для него удар под таким или таким углом уже фатален. Но есть классный способ, как их обезопасить. Снимаем их, мотаем на руль несколько витков фум-ленты и ставим обратно. Болты до одури не затягивайте, среднего усилия должно быть достаточно, чтобы провернуть крепление. Плюс на тренировке без инструмента можно менять их угол наклона. Очень удобно. И намного дешевле, чем складные рычаги, которые, кстати, все равно ломаются. Если вы начали изучать вилли, но не хотите каждый день паять хвостовой пластик, то можете сделать вот так. Пара отверстий, а от них надрезы. Теперь, если вы перекрутите газ, хвост сможет сделать вот такую магию. Правда, если пластик на вашем байке слишком тонкий или слишком хрупкий, то такое уже не прокатит. Так выглядит человек, который впервые меняет грипсы. Это можно сделать проще. Если они вам уже не нужны, то просто срезаем. Если же дороги сердцу, то берем шприц, наполняем водой и делаем такие инъекции. Ручка отлипнет от руля и просто соскользнет. Теперь ставим новые. Есть два способа. Первый — пластиковые стяжки, штук 6. Второй более быстрый, но нужна сноровка. Если вы не только по лесам катаетесь, а любите приехать на гоночку и хорошенечко навалить, то, скорее всего, сталкивались с тем, что грипсы проворачиваются. Из-за этого руки забиваются намного быстрее. Самый лучший способ их зафиксировать — это капроновая нить. Мотаем вот так. Потом ее желательно проклеить, чтобы не стиралась и не развязывалась. Меня иногда спрашивают, что это у меня здесь за кнопки. Так вот, во время активной тренировки или гонки вилка работает как насос, и в ней создается либо избыточное давление, которое выталкивает масло через сальники, либо недостаточное, и тогда она начинает сосать грязь. Это тюнинговые клапана для выравнивания давления. Место в них есть на большинстве современных вилок. В продолжение темы. Бывает, поставил в вилку новые направляющие, пыльники, сальники, пара выездов, и какое-то перо снова потекло. Скорее всего, с уплотнениями все нормально, просто под них что-то попало. Специально для этого на eBay продаются приспособы для чистки. Но мне стало жалко столько денег за кусок пластика, и я сам сделал такую штуку из пластиковой бутылки. Чтобы вычистить грязь, снимаем защиту, вынимаем пыльник и делаем вот так. С вероятностью 90% течь вилки прекратится. После падения или нескольких очень активных тренировок перья вилки могут немного провернуться в траверсах. Из-за создавшегося перекоса возрастает нагрузка на направляющие, и скорость их износа становится сравнима со скоростью бабки, которая бежит через 6 полос к закрывающимся дверям трамвая. Понятное дело, в этой ситуации спасти жизнь бабки мы уже не можем, а вот продлить жизнь вилки вполне. Отпускаем все болты, кроме тех, что на верхней траверсе. Их просто максимально прослабляем, но так, чтобы перья не выпали. Теперь снимаем байк с подставки и включаем режим орангутанг. Перья вилки при этом сами займут правильное положение. Теперь можно затягивать. Перед грязевой гонкой можно взять силиконовый спрей и обработать им внутреннюю поверхность крыльев и другие места скопления грязи. Итоговое количество глины, налипшее на ваш мотоцикл, будет меньше. Он будет легче, и вам будет проще ехать. В холодное время года сырые мотоботы — это одна из немногих вещей в эндуро, которые я ненавижу. Даже если они полностью герметичны. Достаточно один раз дать ногам хорошо вспотеть, как боты отсыревают и становятся парой ледяных колодок.
К счастью, решение этой проблемы хорошо известно бывалым мотопутешественникам. Покупаем самые большие женские прокладки и суем их вместо стелек, впитывающей стороной к стопе. А еще лучше помещаем в носки. Этого обычно хватает, чтобы пару часов ноги были в сухости и, соответственно, в тепле. Во внедорожной езде часто встречаются ситуации, когда нужно идти на полном газу, сместив корпус назад. По сути, повиснув на руле. Руки при этом очень сильно забиваются. Но есть такая штука, как Stack Pegs. По сути, это дополнительные опоры для ног. Их высоту можно регулировать проставками. Я пока не пробовал их на практике, но поездившие с ними райдеры говорят, что им стало легче контролировать мотоцикл в вилле и снизилась нагрузка на руки при езде в агрессивной стойке. На некоторых подготовленных хард-эндуро можно заметить тонкий трос, который закреплен между лапкой заднего тормоза и, например, защитой картера. Он нужен для того, чтобы при езде по лесу палка или ветка дерева не попала вот сюда. Потому что при этом она блокирует заднее колесо. Если вы шли на хорошей скорости, это нередко заканчивается падением. Тюблесы. Я так часто упоминаю их, что производителю уже пора мне за это доплачивать. Короче, этот комплект позволяет безопасно для диска и покрышки ездить на низком давлении. Ну, например, в прошлом месяце у нас в Харькове прошел чемпионат по зимнему мотокроссу, где я занял первое место в классе Open без шипов. Мне, конечно, приятно думать, что это я такой крутой. Но по факту у меня просто был лучший зацеп. Кроссмены ехали на давлении в покрышках не ниже, чем 0,6 атмосферы. Тогда как у меня было 0,4. На внедорожных покрышках в первую очередь стираются острые грани шашек с этой стороны. Понятное дело, зацеп становится хуже. Если у вас на носу важная гонка, но ставить новую покрышку жаба давит, или старая покрышка уже не очень, ну как бы и выкинуть жалко, то можно вступить в секту свидетелей острых шашек. Для этого берем отрезную машинку, либо горячее лезвие, и срезаем с шашек все лишнее. Для лучшего зацепа на центральных заостряем эти грани, на боковых вот эти. Во время летних тренировок или гонок любая лишняя тряпка, которая на вас надета, повышает шанс хлопотать тепловой удар. Но надевать, например, наколенники на голую ногу тоже не вариант, потому что они очень сильно натирают. Один опытный ролист посоветовал мне сделать так. Берем летнее термобелье и делаем из штанов чулки под наколенники. Теперь ничего нигде не натирает и не так жарко, как в целых штанах. Есть еще пара моментов в эндуро, которые я ненавижу. Это период тополиного пуха и езду по полю в высокой высохшей траве. Всякая эта растительная фигня превращает ваш фильтр-бокс в коробку для гербариев. Мыть фильтр приходится после каждого выезда, а в идеале еще пару раз во время. На самом деле проблем в этом никаких нет, но я слишком ленивая жопа, чтобы таким заниматься. Короче, я нашел спасение в технической фильтровальной ткани. Отрезаем кусок и делаем такой чехол. Заменить его можно за 10 секунд и стоит он копейки. Если выпуск вам понравился, то ставьте много пальцев вверх и еще пишите в комментах здесь на YouTube, какие лайфхаки и ништяки используете лично вы. И, конечно, подписывайтесь на мой инстаграм, там будет голосовалка насчет темы следующего видео. А с вами был Сергей Ланкара.